Так, пока что мои всем приветствия, кто заглянет или заглянул. Вот мы и загрузились. Так. Вот, сразу дошел до этого дерева несчастного. The hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane. Bronze-colored ribbons of magnetic tape are caught in its branches, fluttering in the breeze. Блин, трепет все-таки весьма полезная способность. Блин. Мне вот интересно, есть ли мысли, которые могли бы забустить трепет? Ну ладно, что бы с ним. Это уже не имеющий значения вопрос. Just like promised, you've stood here for what seems like eons, guzzling the sickly fumes of lorries and carriages. Призрак, приветствуем. Фидель Кастро, приветствуем. Егор, приветствуем. 72%. Какой-то инструмент. Ну ладно. Насколько я помню, у нас больше на технику нет вообще ничего, кроме перчаток. То есть это максимально доступный бросок. Ну ладно, боярышник. Это боярышник? Ну, скажем, что он хороший. Patting the tree reveals a small sticker which has almost been worn to oblivion. It reads, RCM Emergencies Desk, number 8102, underneath a slogan, Mankind, be vigilant. Телефон доверия. Ну или как он должен правильно называться? You tree-hugging pansy. Грубая сила, цец. Ладно. The gnarled hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane. A wintry breeze blows by, making the magnetic tape flutter. Я понимаю, что запас-то будет здоров, но все равно жаба начинает душить в такие моменты. With slow and deliberate motions, pulling, bending, and unraveling, you manage to extricate the magnetic tape from the branches. It curls up into a mess inside your pocket. If only you could find a way to respool it, so that you could hear what's on the tape. What's the tape for? Это для Камона. Обещали ему хардкор в микс Ванейка. Может, эта пленка поможет. И считай, Ким, что это провидение. How? It's broken and unspooled. Do you think your new buddy knows how to fix it? Не, меня забавляет, что за сверхъестественное, ну, условно сверхъестественное, здесь отвечает тело. Это просто такая внезапность. Ладно. Так, что он сказал? Катушка. Думаю, хотя бы один из рейверов должен знать, как чинить кассеты, раз они собираются открыть ночной клуб. You could also get it fixed at the pawn shop across the street. We shouldn't waste our time. Ну, вариант, конечно. Good idea. He might have the tools. The tape projector in the pawn shop uses similar tape. Но если не очень дорого, можно попытаться. Почему бы нет? Оу, на нас все еще грубая сила надета, ёпараса. Так, что риторика, концептуализация. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Может, ты знаешь, как это починить? You mean re-spool it? Yeah, I do, but... Он что-то не говорил, но мы его перебиваем. Мы говорим, что прекрасно, помощь, пожалуйста, очень важно. Надо это кое-кому поставить. But I'm not some Mr. Fix-It. I'm a pawnbroker. If you want to pawn the tape, sure.
although it looks pretty worthless. Just explain why you need this so much. He's bound to understand. Могу предположить, что вот это внушение намекает, но это не точно. Бесполезно, а не бесполезная роль, это может быть настоящий пароль для нашей местной танцевальной сцены. Huh? What do you mean? Знаешь, что церковушку на берегу? Yes. What Вам- about it? Мы помогли, ну, я, Ким, точнее, он, Ким и я тут, как их главнокомандующий. Короче, помогли нам, ночным молодым рейверам устроить там ночной клуб. И они там ставят эти свои странные треки, называют их анодной музыкой. Is it any good? The music, I mean. Нет, в том-то и дело, у них невероятно слабый ритм, там слушать нечего, басы никакие. Быз-быз-быз и все, но эта пленка, с ней получится хардкор. Man, you're really invested in this. Вот интересно, а это, возможно, была бы доступна, если бы мы его тогда не раскололи? Вот просто интересно даже. Okay, I'll help you out. It's going to take a moment, though, so just sit back and relax. You take some time to look around the store. The play of visuals all around the pawn shop is mesmerizing. Suddenly, Roy turns back to you with a reel of tape in his hand and coughs. Спасибо за помощь. Yeah, my pleasure. I'll do what I can for true passion projects. Just try not to use this tape for negative photon emissions. Take responsibility. Okay. Кстати, я вот все время думал, что это глупый вопрос. А может, у него действительно... Ой, блин, я не удивлюсь, если он свой пистолет в ломбард сдал. Someone else came here earlier today asking the same question. Блин! I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. Он действительно его заложил! Это просто... Мои ему аплодисменты. Просто мне вот всю дорогу казалось, что это абсолютно глупый вопрос. Но вот сейчас почему-то я подумал, что, блин, так ведь он действительно мог его заложить. The lieutenant shifts from one foot to another, alert. Покупательница тоже была из полиции? Подозреваю, что нет. She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it, and of her. А как она выглядела? Truth be told, she was terrifying. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Ким сам в шоке. Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. Ну да, возможно, собирается нас подставить. Хотя хрен знает, может, хотя нет, тогда бы вернули. Если вот этот вариант был более-менее верен. You're right that she could cast aspersions on the force. We have to find her. Не знаешь, где можем найти эту женщину? Ну, я вот не знаю, почему я, если мы, нас двое тут. My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she went. Да-да, суперкоп супер заложил пистолет в стиле диска. Наверняка танцую, как индиец. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. Окей. Я даже не хочу это спрашивать на самом деле. Of course. Пока. Все, что мы знаем, что это была женщина. Возможно, наша подозреваемая. Но это не точно. А нет, стоп, она скрылась до того, как приехал коп. Это не может быть она. Ну, по всем вы, значит, с ней еще не пересекались, потому что у той на берегу был меч.
И прачка, ну, едва ли она ходила, тем более пугала бы этого парня. Ладно, у меня идей нет. Могли ли мы пересекаться с той, кто его пистолет получила? А, кстати, можем послушать эту катушку-то? Так, возможно, надо... Нет. Ну-ка. Так, он в активном инвентаре. А как? Я не могу прослушать, что ли? Это могу. Ну ладно, давайте отнесем. Может, что-то нужное получится, но что-то я вообще не уверен. То есть мы даже заранее проверить не можем. Константин, приветствуем. Благодарим за пожелание. Так, ладно, думаю, телепортироваться будет ближе. Ну, в смысле, шустрее. Будем надеяться, что Трэпет его не подвел. Good morning! Yeah! Hardcore! Нашли вот эту катушку с пленкой. Может себе помочь позже сделать микс эйка хардкора, не отдать им перемотную пленку за боярышником. Yeah! Remix time! Tape goes here, into deck B. A hand on his ear, he listens to the audio through his headphones and shouts. Wow! Did you get this from Arno himself? Эта запись нами получена по воле города, блин. A great excitement is bubbling to the surface within him. This is big. Listen, I'm just going to show it to you. Ready? If only we had the beat for the full assault, it would be unbelievably hyper. What is this? It's good. How did you guys do that? Чё? Yes, but what if Van Eyck based his remix on some forgotten local melody, like a folk song, and you just found the original piece that inspired him to create this jam? That would explain why it fits so well. Nah, to me it sounds like classic Van Eyck. I don't think he needs any inspiration from folk songs. Maybe he lives in Martinez and just threw away part of his song because he thought it wasn't good enough? I think it's just happenstance. Chaos in action. Contingencies of our limited existence. That and Egghead's fantastic talent. Noid's right. Egghead's technical talent is the key. Спасибо, техника. Something mysterious is going on here. Ну, если я правильно понимаю, оба вот этих вот фактора намекают на третий вариант. Be how it may, if it fits, it fits. Bring up the volume. What about the bass? Do you have any ideas for that?
А чё вы на меня-то смотрите? Ну, собственно, на него-то. Yeah, I remember. You said it needs more bass. I think you might know the answer. А что, если нам использовать сумасшедший звук, который получил салона, только укоротить его, приглушить, проверить пульсацию? Не, серьезно, он не ночной клуб открывает, он культ имени Ктулху строит. Ну, местного, я не знаю, как еще назвать это. But how? What about that compressor Andre was setting up to achieve some sort of parallel processing? Don't be too hard on yourself if you don't figure it out. I think the jam's already pretty ultra. Какой компрессор? But it could be hyper hardcore. Техника. 17%. Yeah, it was awesome and scary, very hardcore. Too hardcore, in fact. I couldn't control it at all. It sucks up all the air in the mix until it's the only thing left. Starts compressing itself and everything around it. Completely fills up the headspace. Extreme! Inside your chest, the heart beats still with the after effects of the sound. Imagine if you could harness that power, making it pulse. Oh! What about the compressor? The one with the Блин. spiky hair was setting up to achieve some sort of parallel processing. О, плюс техника. Блин. Блин, трижды. То есть мы можем получить технику, потом получить какой-то бонус за эту технику и попытаться прокинуть еще технику. Блин, только вот проблема в том, что мы сейчас можем очень нехило так потратиться по итогу на все это. У нас техника 5. Ну да, сильно мы высоко ее не поднимем. Все равно придется навыком, значит, тащиться. А вот с учетом того, что еще даже не знаю, куда податься потом. А, мы еще курильщика можем поискать. И, кстати, я не помню, мы осматривали на этом дне ловушки или нет? По-моему, еще нет. Можно еще проверить ловушки на всякий случай. Где искать вот я просто, ну, не знаю. Вот меня до сих пор это раздражает. Так, ну про птичку мы почитаем позже. Рабочее оружие, вопрос тоже отдельный. Там Руби на побережье. Но в принципе, если весь список, у нас на самом деле не так уж много незавершенных дел-то осталось. Ну, технически нам это не то, чтобы что-то будет стоить. Ну, нет, оно будет нам, конечно, стоить. Блин. Тяжелый случай. Баз должен быть навален. Ой, блин. Ну просто 17%, это так мало. Я не помню, чтобы там еще были какие-то вещи.
А? Твой канал более молодой, чем Discord канал Equestria? В смысле? Там в чатах слишком много обсуждают другие игры. А, сегодня весь день политота там. Понятно, понятно. Ну, у нас, возможно, на Discord канале, ну, в смысле, именно Discord, который... не так много политоты, потому что, ну, в принципе, не так много народа. Да и, в принципе, мы, на самом деле, не очень политоту одобряем. Ну ладно, допустим. Шут бы снимем, попытаемся. Давай, Ван 'Плюс техники. 6 техники. Ой. 28%. У нас всего 2 шанса. Ну, 3, с учетом вот этого. Я, конечно, понимаю, что у нас нету одежды на технику, потому что я, насколько помню, у нас никогда не было ничего больше на технику, кроме перчаток. Я на всякий случай перепроверю. Да, здесь ничего нету. 28. Ну, четвертинка. Так, может, можно спросить у него про это, что повысить шансы. Oh, hey man, it's good to see you. Эквилибристик. Goodbye, officer. Так, у нас есть что-то на эквилибристику? Вообще не знаю, чем нужна эквилибристика. Но, скорее всего, ничего. Опять же, очень неудобно. А нет, есть очки на эквилибристику. Но, по-моему, их тоже будет недостаточно, там будет те же 3%. Мы вроде как-то пытались проверить, и из этого ничего не вышло. Oh, hey man, it's good to see Да, you. 3%, поэтому это бесполезно. Так, можно ли что-то у нее спросить? Welcome back. Там еще для конкретного обсуждения МЛП, но они на English, но там всегда прикольные ребята. А, ну, Егор, боюсь, эти прикольные ребята мимо нас. Скорость реакции, зашибись. Так. Штаны еще снять можно. А, ну да, они режут эквилибристику. Но там все равно 3%, 8 из 3 нам не то что помогут. Может, давай заглушим треком. Возможно. Но мы сейчас ищем способы как раз таки скинуть нам... What's on your mind? Нет, это нам не поможет, скорее всего. Может, он подскажет? Yes, what is it? Блин, про сервис не знаем. Что за сервис? Где мы ее не должны были узнать? Я уверен, что мы в диалог использовали, как я уже говорил. То есть, значит, никак, да? Ладно. У нас есть бонус на технику. У нас есть вот это вот. Ну, попытаемся. Good morning! Yeah! Harder car! Sidechain Wow! the beat. Кричит техника нам. Пропусти трек через дополнительный канал. А дополнительный канал, что это такое? Спрашивает он у техники. Listen, you can use the compressor to select between which track it's compressing. Joyce. Either the auxiliary signal or the main input from the tape. Make it alternate between the signals. В смысле, Джойс это та, которая на катере? Мы же с ней вообще обо всем поговорили. Ну ладно, сходим, поговорим. Послушай, ты можешь свой компрессор, чтобы переключать между треками. Извиняюсь, просто я его прослушал, пока я читал чат.
череду сигналов? The compressor controls the gain based on the level of the signal on the aux side chain input. It will allow maintaining a loud sound without peaks that fill up all the headspace. Ладно. Эй, тебе нужно действовать дополнительный канал. Разъясню принцип действия, который нам только что разъяснила техника. Блин. Sidechaining it, you said? Then he puts on his headphones and his eyes go wide, wider than they've ever gone on drugs. He starts jumping up and down with bliss, in total silence, still listening to his headphones. Hey, what did you do to Egghead Cop Man? Did you break him? Просто подожди и увидишь. Хотя, может, мы его сломали. Are you ready, pussy? Noid straightens his back, ready for the beat. I was born ready, Egg. On the stage, intensely waving his hand in the air. This is beauty! This is life! Ура, мы вернули очко! What in the world is going on? The way melody and bass flow together, it's unnatural. Мы укоротили звук, подчинили его себе. God damn it! This dance club idea might just work out. Вкус-то играет его диско юности. DeLorean Church! The place to be! Pump it! Pump it! Прощай, Команей. Ладно, даже тратиться не пришлось. Ну, дополнительно. Так-то технически все равно, как бы, как если вы прокачали технику на пунктик. Но все же. Так, ты что не скажешь новое? Yo, man. What's on your mind? Нет. Ты. Yes, what is it? Здесь нужна логика. Welcome back. Окей. Oh, hey, man. It's good to see you. Да, нашел ритм, аж 8%! Вау! Осталось снять штаны. Снять штаны. Или нет? Блин, я не помню. Я опять не помню, есть ли у него одежда на эквилибристику. Ладно. С ним я еще подумал про другое. Сейчас надо сказать до Джойс, спросить про серость. Ой, и, наверное, все-таки сбагрить весь хлам, который у нас есть, этому барыге. Хотя, блин, опасно. А вдруг что-то из этого потребуется? А мы избавимся. Так. Да ё-моё. Да ё-моё. Дважды. Так, вот это же Джойс была. Или я их имена путаю? Поговоришь с ней. You're back. Ну да, Good. Джойс. What can I help you with? Мы здесь все переговорили. More lessons in basic reality? My Что? favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. В смысле завершил мысль Жамивью? Что это такое было? Какая с Жамивью?
Дереализация вот это? Внезапно. Пытался поставить игру на ноут, на 4 памяти, и Intel говорят, всякое случается, что поделать. Поэтому в наших кругах популярны игры, которые не очень требовательны. Любопытно. Вот это неожиданно. Вот это неожиданно. Сейчас надо... Так. Даем минутку. Надо, кажется. Как же это и раздражает, и отвлекает одновременно. Егор, если ты в курсе, по какой ветке мы должны у нее спрашивать про сумрак, ну, точнее, про серость, ты подскажи, а то что мы задолбаемся бегать и искать. Но попробуем концептуализацию. Но минуточку. Минуточку. Есть у нас что-то на концептуализацию. Вот то, что мы практически не используем на самом деле. Ну, в бросках. Хотя на самом деле, по-моему, интеллект и психика очень часто используются, в отличие от всего остального. Чё? Ага. Энциклопедия. Угу, хорошо. Концептуализации нигде нет. Это вроде, ну, в смысле, вот бросок концептуализации? Ну ладно, сейчас попробуем. You're back. Good. More Так. lessons in basic reality. Ну, у нас есть, My favorite part of the day. ну, Go ahead. Ask me anything. условно, ну, допустим, 2 попытки. Если меня жаба не задушит. What is all of this? The scent, the sound, the air. What world? The only one, I suppose. The world of matter. And its pale antipode. О, понятно. Ну, Пейл скорее бледный, чем серый. Так что, по идее, мы должны о бледности говорить. Но я понимаю, что это, видимо, было недостаточно звучно. Ну да, действительно, про сердце она говорит. The camera of her mind glides over the surface of the water. Что вы там видите? Great bodies of water. Forest-covered surfaces. Clusters of light where the cities lie. You've seen the montage. We all have. This world is enough. A frisson lifts the hair on the back of your arm. Wind sweeps the surface of the bay. Ветер пробегает по поверхности воды, сказал нам трепет. The world is a suzerainty Сказал нам трепет другим голосом. of Revachol. There is a term of endearment they coined for it in the DeLorean century, when humanity was high on this world, discovering more and more of it, these archipelagos included. Elysium. Трижды. Хорошо, хоть нас не заставили узнать новый Elysium, прежде чем там прожать. It does. There are those who would call it hell. А это что такое? A term of hatred that originates, like many such things, with the Mesk petro-fascists. Нефтефетишисты, офигенно. Oh, you want a picture of the world? There is no complete set yet, dear.
They're having some trouble reaching orbit. Как так? Great things are difficult to achieve. For now, we're viewing the world from the inside, sideways. Изнутри горизонтальной плоскости? Какой же формы тогда мир? We used to think it was a sphere, but that is beginning to look less and less likely by the day. You wouldn't know it from the tabloids, but the ORG nations have been launching weather balloons into the lower ionosphere since the 30s. ORG, Occident Revachol Grad. There's a steadily increasing trickle of images. Between the big three scientific contributors, they're piecing together a dark grey corona. Темно-серую крону. Yes. Pale covers 72% of the surface. There are grey flares and prominences, even arcs above entire isolas. The images are blurry, but if there was a sphere in there, it certainly looks like it fractured a long time ago. Угу. A cold fear seeps into you. Серость, а что вы имеете в виду, когда говорите корона? They say there is a rarefied envelope of matter surrounding the darkened disk of our planet. That is, if we are still living on a planet. Or, to speak more plainly, imagine vast swathes of land disrupted by nothingness. I am sorry, dear. It must sound quite terrifying through the acute encephalopathy. Even scientific positivism isn't entirely convinced about what we're dealing with here. But this is one of the greatest questions of our time. Maybe when they get the complete set together, it will jolt us out of our rut, bring us together. However naive it may sound. Да вот что-то нет уверенности. You have misimagined it. I don't have the power to convey to you the effect and geometry of the images that depict our world from below low orbit. It's like the crowning of the world. It's insane. Very disco. You'd love it. Ну, раз уж диско! See? Everyone finds something worth holding on to in this world, however wasted its opportunities. The cold seeps into you. The air is heavy with 80% humidity. Suddenly, you're conscious of yourself standing there, on whatever this all is. Your arms hang down by your sides. The lieutenant observes you both. Silently, he adjusts his glasses. The Pale is not, technically speaking, part of reality. Yes. Also, I think we've had enough excitement for today. We do have a case to attend to. His voice is low, but firm. All she can say is, Of course, Lieutenant. Let's try something else. Ким, извини, но все равно любопытно. Ma'am, remember you are dealing with a very sensitive and impressionable... Блин, who Ким! is still recovering from a recent medical episode. У меня такое ощущение, что Ким агент какой-то технократии или, не знаю, какого-то культа, который пытается не дать нам достучаться до реальности. Ну, до их реальности. Точнее, до реалий их реальности, так будет правильнее. The Lieutenant's right. Let's change topics. What do you want to know? Anything. Ким, ты затягиваешь расследование. Вот позволил бы мне поговорить? you could sneak back later when the lieutenant is not here, unless you can convince him to step aside. Сила воли. Ким тебе доверяет. Серьезно? Ким! С 3% вероятностью свали отсюда! На минуточку! Good idea. Just ask him. He won't make a scene. Ким, могу я с пару минут поговорить с мадам наедине? Fine. Пока.
See? What can he do? You're a grown man. А теперь расскажите мне, что такое серость? Are you sure you're sure? Your colleague seemed adamant. Абсолютно! Что такое серость? Okay. The Pale is the most dominant geological feature of the world, Detective. The separative tissue between the islas. It is the inter-islary mass. Что за изолы? Isla is a Messinian word for a continent of matter, enveloped on all sides by the Pale. Also, isolation, or landmass. We used to believe there was only one. In the last 4 centuries, we have discovered 7. Mundi, Seol, Samara, Ilmara, Grad, Katla, and this, Insulinde. An oceanic isla. It comprises mostly of water. Muindi is the largest, Katla the coldest, Insulinde the bluest. What can I say? Each is perishing and dear. А как они между ними перемещаются? Сквозь серость? Если это сквозь, то что это, из чего это? Ладно, ну, в принципе, можно спрашивать, что это такое. Achromatic, odorless, featureless. The Pale is the enemy of matter and life. It is not like any other, or anything in the world. It is the transition state of being into nothingness. А здесь она есть? No, Detective. We're safe. It begins there, 6,000 kilometers to the north, and even more to the south, east, and west. You are in the middle of the Isla. As your gaze instinctively turns north, a small black pit opens up in your stomach. Мы в 6000 километров от края мира? Yes. That is enough. Many cities are built much closer. А вон там? An uproar of matter, darling. Rising into the Pale. Rolling. Evaporating even. A great vision. The area of transition between the world and the Pale is called Porch Collapse. Imagine a grey coronal mist, cold vapor marked by spores of an opportunistic microorganism, a mold that's adapted to grow at the edge of the unrest. It's the most disco thing you will ever see. А вот и диско приползло к Элизиуму. Видимо, что теоретически мы должны были после нее давать вот эти все названия. Но просто кто бы мог подумать, что завершение вот этой вот мысли дает нам плюс 12 к этому броску на 20-ку. It's difficult to describe, or even measure. Something whose fundamental property is the suspension of properties. Physical, epistemological, linguistic. The further into Pale you travel, the steeper the degree of suspension, right down to the mathematical. Numbers stop working. No one has yet passed the number barrier. А, вот вопрос. Если окружено всей серостью, как вы там перемещаетесь? Oh, it is so difficult for us. A squall of birds, hardware operating in the harbor. Firm, self-evident. It is possible to force dimensions on the Pale. In modern times, we can even compress its latitude, bouncing radio waves from one end to the other, shortening the path. Я, конечно, понимаю, кстати, почему именно так сделали, что надо вот было дереализацию пройти, прокинуть бросок. Это чтобы сразу не вываливать вот такую вот своеобразную структуру их мира. But it is still hard for humans to navigate the Pale without getting lost. Or having our minds damaged. Привет, Варп. Extensively. Some say the damage stems from extreme sensory deprivation. Others argue that Pale somehow consists of past information that's degrading, that it's rarefied past, not rarefied matter.
They call it the blend over of the self. The Pale does not only suspend the laws of physics, but also the laws of psychology, maybe history even. The human mind becomes over-radiated by past. А может ли быть, что наш коп не просто надрался в дрова, а таки соприкоснулся с серостью, и от этого у него мозг слетел с настроек? Правда, тот факт, что он все равно надрался в дрова, не отменяется. Who says and who argues? А кто стоит за этими различными трактовками? The logical positivists say, the dialectical materialists argue. It feels terrible. Absolutely terrible. International standards strictly limit civilian travelers to 6 days of Pale exposure per year. It's more for her. Way more. Вы путешествуете не как гражданское лицо? No, Lieutenant Dubois. I'm entreprenetic business class. I'm cleared and trained for 22 days of Pale transit annually. 22 дня ежегодно. Вроде 22 дня, но ежегодно. Да, внезапная ваха. Perhaps that explains her strange pining after the revolution. Some degraded early memories. Someone else you've met may have been exposed as well. The strange grey-haired woman in her lorry. Вадим говорит, сколько приходится иметь дело с серостью. Я не уверен, что мы сможем вернуться к этим вопросам. Но напрямую лучше не спрашивать. Yes. Carried in the hulls of airships. It's a horrific job. Automation will abolish it soon. You should ask the Pale driver about this. See what she says. Ну, хоть есть о чем поговорить с кем-то. That poor woman must have stories to tell, like you wouldn't imagine. А вы подвергались такому? Ну, в принципе, это она подвергалась. Но она же сама сказала, что она 22 дня в году ходит под воздействием излучения этого. Up to my gills, officer. Так. Что за энтропоника? Entreprenetics is the scientific study of the Pale, or a recent iteration of it by way of grad. The study of the Pale reaches back 6,000 years. The Pericarnassians called it the Western Plain. They had not traveled the entire circumference of the Pericarnassian Super E-Solar. It was not merely in the west, it was everywhere, even then, surrounding them. Они пересекли ее, западную долину. There are signs of pre-modern crossings. Successful navigation of the Pale relies not just on technical know-how, but intensive psychological preparation. Some of these tactics have been known for thousands of years. Что же тогда изменилось с появлением энтропонетики? Nothing. We remain powerless before the Pale. The only real advance in Pale transit is the speed with which an aerostatic craft can pierce it. Less exposure leads to less effects later. Воздушное судно. Hybrid airships, Detective. Conventional rotors or jet engines no longer add velocity after the point of reference for motion is suspended, once you've crossed from near Pale to far Pale. In essence, we throw them in and they come out the other end, if we throw them precisely. А если этого не сделать? Then they don't. Gone, like a skipping stone beneath the surface. Зашибенно у них путешествие из одного конца мира в другой. Вечным риском не вернуться в принципе никогда. А чё там у них больше? The Pale outweighs reality 2 to 1. There is more Pale than there is matter, and the ratio is slipping. Меняется? В нашу пользу. What do you think, Detective? Ну, если депрессняком катить, поехали депрессняк катить. Precisely.
One of the few measurable effects of the Pale is that it is expanding at an unknown rate. An intuitive conclusion of that development is that one day the Pale will cover everything. But this sort of talk is mostly left to extremists. Ну что ж тогда будет с нами? Ну, с ними. И с ими. Без разницы с ним. Хотя ему, возможно, нормально. Рано или поздно адаптируется. Most people, and indeed most private and government sector organizations, entire civilizations and religions even, find handy ways to ignore or downplay that knowledge. I suggest you do the same. Хорошее предупреждение и слегка настораживающее. Off we go. You see the hanged man's mouth open. Путешествие в серое ничто. One and all. They say Pale is death, but for the universe. Why should we just leave, and the world get left behind? Ладно, вернемся к реальности. Yes, sweet reality. But before we do, tell me, Detective. Is this the first time you're hearing this? Do you really not remember anything? Так. Иногда смутные тени прошлого касаются меня, и в этом, увы, нет ничего хорошего. Then tell me, what do you think of the Pale? Ёпарасоте. Ёпарасоте. Чего? А вот четвертый вариант откуда вырисовался? Чё за наркомантический ответ? Еще один наркомантический ответ. Да. Так, я лучше пока чат взгляну. Чьи-то озадачен, особенно вариантами особо укуренными. Они, конечно, не прям, что прям кринжовый, но тем не менее, как-то смотришь, с чего они вдруг всплыли. Так, запускается. Так, Андрей, надеюсь, приветствовались. Что приветствуем. С оптимизацией ничего не могу сказать. Я так понимаю, игру делали все же не армии разработчиков. Хотя, с другой стороны, и армии разработчиков тоже забивают на оптимизацию. Но там-то забивают, а здесь вполне возможно просто не могли изначально себе позволить полную оптимизацию. На что здесь может грузить? Ну, не знаю. Возможно, действительно вся эта окружающая стилистика достаточно емкая. Но это не точно. Так, Влад, приветствуем. Я же поприветствовался или нет? Вспомнить, что на самом деле инквизитор открыл демонами серости. Да не обязательно демонами. Так. Сама структура их мира очень травмирует сознание похмельных пробужденцев. Тот факт, что их мир пожирает нечто, а все вокруг просто копает собственной грязи, пугает и завораживает. Аркланфард, приветствуем. И все голоса в его голове, это на самом деле не разные части его личности, а местные жители варп серости, решившие прокатиться в реальность. Ага, то есть будем считать, что наш коп уже частично перешел на другой уровень бытия, да? Пусть немножко в такой экстравагантной форме. Ой. Так, блин, но все равно выбор, конечно... Я вот это не могу понять, с чего он растет. Но вот эти три варианта, они просто, ну, Just for Lose, видимо, добавлено. Этот, ну, не знаю, насколько он подойдет. Вот этот просто мне непонятен. Эти три банально не привлекают меня никаким образом. Четвертый вариант.
Ну, я не уверен, что именно в этом ключе про веру имелось в виду, ну ладно. Ладно, мы жалкий коп, мы не заслуживаем даже говорить о столь высоких материях. You really didn't know. This does not spell good for the investigation, Detective. If you don't know even this, then... Your colleague, Lieutenant Kisaragi, is competent. I checked up on him. And you have me. I will try to assist you in any way I can. Вот сейчас вот по этой фразе я предположу, что это она инквизитор и просто присматривает за отмеченными местным варпом. Some of that assurance is meant for herself, as much as it's meant for you. She must have a lot on the line here. Even if we have to do it one basic term at a time. Good. You have not passed out from it. Perhaps I worried for nothing. Are we still on the reality lowdown, or should we do actual police work now? Вариант второй, конечно, здрасте. Ну что ж, вернемся к работе, лейтенант. Good luck, detectives. Пока! Отлично, мы знаем, что есть серость какая-то. Возвращаемся в церквушку. Так, минуточку. Waves are beginning to die down. Why does she care about the waves so much? Что не так с волнами? What is it with waves and fishermen? We need to be out there with them, fishing, making a living. So I asked them to accommodate me. But until that happens, I can try to assist you the best I can. So, what will it be, officer? Oh? А, нет. Well, how can I assist? Отлично. А, стоп, мы же отсюда можем телепортироваться. Так, с кем мы должны были поговорить о серости? С ней? Или нет? Ну, не сильно лечится винегрет, ну да, у него своеобразная структура. Так. Yes, what is it? Ага, легче не стало. Те же 8. Минуточку. А вот на логику у нас точно шмотки должны быть. Ну, как же это неудобно. Логика. Логика, я сказал. Еще больше логики. О, какой логичный тип. +1, нет, тут больше логики. Но я, правда, не вижу причин, почему нельзя было эту шляпочку поверх этой напялить. Но, видимо, баланса ради. Все, логика закончилась. Есть у нас тут бонусы. Так, логика. О, а мы ее, оказывается, даже ни разу не прокидывали. Любопытно. Ну что ж, значит, шанс... Ну, парочку раз можем попытаться. Yes, what is it? 42. Слышали про зону, исследовали зону. Минуточку. Мы сейчас вернемся. Yes, what is it? И еще раз. Не-не-не, мы упоротые. Но если сейчас не получится, то да, придется немножко пожмотиться до следующего апгрейда. What is it? Наконец-то. Не обязательно. Мужик, тебе пришлось дважды прокачать, чтобы ты смог прокинуть. И то. 16 к 16. На последнем издохе. На ничтожно жалком последнем издохе он смог наконец-то, блин, это прокинуть. Еще вы делаете, что это не обязательно. Ну как?
These thoughts formed in you somewhere, in a long-forgotten discussion, behind a kitchen table, in the evening light. Drinking coffee and smoking, with a friend. And a woman, she was there too. Her hair smelled of shampoo and she was smoking. Саона — это источник серости. What? Воронка — это же самое начало, это зарождение источника серости. But Pale isn't here. We're thousands of kilometers from the edge. Нет, мы в 20 метрах от ближайшего рубежа. She looks up into the darkness under the nave, then back at you. Серость — лишь явление, переход между нашим миром и вот этим. Then what is that? It's nothing. No, it's less than nothing. Это меньше, чем ничто. Конечное состояние покоя реальности. Представьте, что всего этого никогда не было. Then the Pale is... Лишь градиент. But the gradient, it clearly hasn't started yet. We're here, and the Pale is not. Однажды, когда нас станет больше, это случится. I understand. A theory of the Pale where instead of an outer ocean, it metastasizes. Like a cancer or a mold. Erupting in points inside the world. Как раз одно из таких мест. According to this, how long... Пока воронка не начнет затягивать. Уже начала. Она уже втянула в себя звук. And information, causing data losses in the East Insulindian front. Have you considered why it's formed in a church? And also when or how it might start growing, or if it has other effects, in addition to sound and data? An intellectual hunger fills her now, casting fear aside. Не худший вариант. Главное, чтобы до Минуточку. Забыл слово. До безрассудства не довела. I also have a question, since we are piling them on. How do you know this? I'm not doubting you. I'm simply curious as to how a detective of the RCM... Ким, мы только что всю информацию вытасли при тебе. Ну, ладно, почти при тебе. Knows how to think this. Что? А, это та мысль, которую мы на сдачу взяли. Кажется, эти мысли уже посещали меня. Вот откуда я это знаю. An amateur anthropomorphic police officer. I'd like to say I've heard stranger things, but I'm not sure. This is a hell of a guess, however. Well worded, I might add. Yes, it is very interesting. But I wouldn't say you know. This is a guess. One that's going to have to be proved by anthroponetic scientists. Ну, так мы предполагаем, что она образовалась не в церкви. Эта церковь образовалась вокруг нее. Of course! A pinewood sarcophagus. Or a containment facility of some kind. Built by the first settlers. Да, возможно, действует интуитивно или на основе каких-то религиозных традиций, о которых уже никто не помнит. I have considered the same. The bad news is there were 7 pinewood churches built in the first decade of provincial settlement. Most of them were burnt down during the revolution, or repurposed before, during the suzerain. I'm not saying all of them have one in them, but... Some of them might. A black grain hanging in the air. Знаешь ли это, что все предприятия, что тут разворялись... Ну, не тут, а вон там вот разворялись. You think the presence of that puncture has somehow influenced the outcome of events here? Even say software development? На самом деле нет, но а почему не приплести? She already made up her mind when she heard it. Some kind of great and uncaring force had to play a part.
it wasn't only them. Да, даже революция здесь не увенчалась успехом. Я имею в виду, Энтропонес добрался до истории. Ну, я сомневаюсь, что настолько, но, как говорится, нагнетать так по полной. I told the producers we need to go and move to a normal office building with amenities. But no, the artists like the milieu, the writers like the history. I told them. Кому рассказать? Кого? Где? Кому? Зачем? Ну давайте! You Плевать. mean Plaisance and the dice maker? There was almost no one left when we packed up. Ага. Вот теперь сложно. Ой, блин. Блин, действительно сложный момент. С одной стороны, если подумать, то у Плезанца и так уже ситуация, ну, по сути, уже на пределе. По крайней мере, из того, что мы тут видели. Еще и какую-то такую новость сообщить, это просто ее будет, скорее всего, добивать. И лучше ну, никак не сделать. Ну, не сделает. А резчица, не ее как-то так звали. Она вроде достаточно спокойно к этому относится. Так что, возможно, ей имеет смысл, ну, сообщить об этом моменте. Хотя бы на всякий случай. И, возможно, если что, она сумеет предупредить остальных. Then go tell her. Хорошо. Когда-нибудь весь мир превратится в такую 2-миллиметровую прореху, чё? Какой он оптимист? She falls silent. The wind blows in through the hole in the stained glass window, cold and moist. I'm going to leave that out. But the rest? Some of this I can use to start to explain this to the rest of the team. Maybe I'll sound mad, but... Man, you will certainly sound mad. One more thing. Maybe a club for anodic music isn't the worst thing you can erect around this particular point in space. Да, такой клуб единственное, что способно держать это место, и все остальную реальность от распада. Да-да. Если что это не было злобным смехом, никакого культа мы тут не создаем. Вам показалось. Это не те дроиды, которых вы ищете. I wouldn't go so far as to... Yeah! Once the light is on in the universe, it will never go out! Thank you, Egghead. Let's leave it at that, shall we? We have unanthropomorphic detection to perform in this district. Мы Кима задолбали уже со всем этим. Не, ну серьезно, просто внезапно все вот не совсем ясно, не совсем ясно, там хренак, вар, путешествие, небытие, держи в лоб просто. И такой, здрасте. А Ким Коварен. Ой, мы не знаем, что это такое, если мы знаем, но мы не знаем, что это такое. Ну, примерно так по итогу диалог и построился. Мы ни хрена не понимаем, но как-то пытаемся что-то из этого собрать. Ким, ужайся. Предупредим лещицу на всякий случай. Так, и у нас уборка в комнатах появилась. На 5 часов. Она у нас появилась после разговора... Ну, после разговора о теоретическом происхождении данной аномалии. Ее название, в смысле, слегка напрягает. Хотя, конечно, и интригует в том числе. Ким, ужайся. В смысле, ему придется смириться с нашим открытием? Ой, жесть. Минуточку. Ладно. Ой. Так. Просто до слез.
Ай, жесть. Блин, я сбился с мысли. Надо с ней поговорить? И с ней не поговорить. Стоп. Я же был уверен еще, что надо сделать. Ладно. Что? Мысль. Я уже забыл про нее. Okay, so Egghead is clearly not Van Eyck in disguise. Van Eyck is an Oranese disc jockey, but those people get around, especially in Revachol, in the clubs on Boogie Street. Perhaps he stayed here for a short stint and discarded part of the song he was working on, just threw it away. And then it ended up in the hawthorn tree. But why? Did he think it was retrograde? It wasn't. Perhaps he caught a glimpse of the future and did not want for it to arrive just yet. Perhaps the city whispered the top line to him, and he was frightened by it. Да-да, Ван Эйк был настолько чуткий, у него настолько был высокий, видимо, трепет, что он прочувствовал эту аномалию. А потом, осознав, что он прочувствовал, так сказать, свалил как можно быстрее. Бонусы был посмотреть. Моторика проверки разблокирована. Арно Эйнейка во всем мире. Кстати, можем еще раз попытаться починить кран. Ну, там. В гостинице. Вспомнил. Хорошо. Блин, мне теперь интересно. Просто, если что, это, наверное, будет последняя мысль, которую мы изучим. Ну, у копа нашего. Я не знаю, стоит ли на того. Но, блин, мысль-то появилась при крутых обстоятельствах. Даже хочется немножко посмотреть на это. Трепет просто пинки чувства для казуалов. Не, говорю, вот немножко забавно, что трепет, который, по сути, за контакт с миром отвечает, вот это сверхъестественное, он находится в физиологии. Хотя, по сути, тут... Хотя, стоп. В интеллекте нам на мозг капает концептуализация. Ну, хотя драма тут тоже получается периодически. В психике нам в основном... Где тут? Внутренняя империя. Мозги колупает. В физиологии за это отвечает трепет. Ну, еще электрохимия врывается, но и мы ее стараемся пинать ногами, чтобы не мешалось. А вот, кстати, в моторике я что-то... Не помню, чтобы какая-то из вот этих вот вещей особо нам досаждала. Но эквилибристика иногда на еврея кого-то подходит странного. Но это не совсем тот же уровень, что у трепета, внутренней империи или концептуализации. Возможно, просто на все 4 линейки не хватило вот этих вот поднавыков. Так, ладно. Я опять забыл, что мы должны были сделать. Мужик, мы с тобой можем потанцевать? Те же 8. Ритм, мелодия, лихорадка, качество, ничего нового. Так. Значит, так, нам надо пройтись еще раз по побережью. Сказали, что мужик, который вот, ну тот из всяких этих, который любит устраивать всякие комиссии, где-то здесь гуляет. Поэтому просто пробежимся. Посмотрим, авось найдем. Что-то, блин. Надо переодеться обратно. А то глупо выглядит. Так, нет, Где? Вот он. Так, очечки снять. Электрохимия нам не нужна. Но режет эквилибристику, а эти скорость реакции. Блин, и вот эти вот штаны, которые вообще без ничего. Вот именно со штанами тут выбор какой-то вообще тусклый. Так. Вроде никаких тел нету, с которыми можно побеседовать, хорошо. Попутно проверим ловушку. Just dead and that poor thing. Так, саранча существует. У нас задание, правда, не появилось, насколько я помню, на проверку саранчи, но ничего страшного.
Физика настолько как у бревна. Это мы просто так распределили. На самом деле, я уже не раз пожалел, что я физиологию поднял на 2. Тем самым пожертвовав его интеллектом. Хотя, с другой стороны, если бы у нас физиология не была на 2, нам бы так сильно трепет не помогал. Так что, если смотреть с точки зрения трепета, не так уж и зря мы физиологию на 2 поставили. Артем, приветствуем. Опять Никола. A few look forth. The trap is filled. Forth. По-моему, осталось только там, у моста, непосредственно. Но это там не то чтобы... А, тут, по-моему, ухода нету, да? Придется все равно обходить. Опа! А вот и нашли мужика. Мужик, мы тут тебе это, предложить комиссию хотим. As you approach, the man turns and greets you with a polite wave. He appears completely at ease, like a common holidaymaker. Ah, super. It's the officer. I was not expecting to run into you again, but things have a funny way of turning out, no? What brings you down to the scenic Martinez coast? А вообще-то я спрошу, чем вы здесь занимаетесь? Well, that's très simple. I was visiting the fishing village just north of here. They have applied for a series of microloans to revitalize the old market. And well, I wish to see the situation firsthand. And then, well, I had some extra time on my hands, so I decided to stroll down here. It's quite peaceful, isn't it? А вы видели следы от пуль вон на той стене? Ah? Is that what those pockmarks are? I might have guessed. Fascinating how much history is contained right here, if only one knows where to look for it. You feel like there's something you could say here, if only you really knew what was going on. Ауч! А вот опять про тему того, что жалеем, что у нас интеллекта не хватает единички. Ah bon? I'm all ears, officer. Нужна ваша помощь. Хотя, может, можно повторить, чтобы там с риторикой. Ладно, потом проверим, если что. My friend, if it's la responsabilité you're after, I have good news for you. There's no need to form such a committee, because it already exists. God, of course it does. These moral intern types. The Comité de Responsabilité de Revachol, it acts as a sort of clearinghouse for coalition activities. To put it simply, they are the ultimate arbiters of la responsabilité in this part of the world. Yes, this is just the sort of reasonable authority you're looking for. I would offer to connect you with the committee myself, but alas, I am not actually in Martinez. What? Where is he then? He's speaking figuratively. He means he's not in Martinez in his official capacity. Précisément. Officially, I am still in La Delta, preparing for an upcoming conference on fuel oil derivatives. That's why it would be extremely irregular, or potentially even inappropriate for me to intercede with the committee concerning a district I'm not officially in. Ну, хоть советик. Well, under ordinary circumstances, the committee contacts you. Это не вы находите комитет, это комитет находит вас. In other words, the committee only knows what it wants to know. But if you have information of a vital interest, they might be willing to entertain an exception. In which case, I would advise you to contact them via Coalition Warship Archer. Стоп, что? Я помню, он как-то что-то шутил про какой-то боевой корабль коалиции, который он пытался взломать через компьютер Саоны. Он что-то знал, не зная? Officer,
You mean to say that you haven't noticed the giant coalition aerostatic peacefully patrolling the skies over Rivashal? You follow the man's gaze out toward the west. There, hanging some distance above the horizon, you can just make out a strange silhouette. Чё за птица постоянно здесь кругами летает? Она и в церкви летала, и здесь вот летает. It looks to your eye like some kind of long metallic fish suspended beneath a number of ceiling fans. Not just any fish. It moves like some ancient bottom feeder gliding over the ocean floor in search of prey. Мне нравится этот, на рыб похож. Fascinating. I always thought it was more like a dragonfly. But isn't it interesting how humanity always finds inspiration in nature? Почему до разговора с комиссией надо связаться с лицом? Артем, я прочту, как только вот закончится диалог. You see, in addition to being an airborne artillery platform, Coalition Warship Archer is also the linchpin of the Coalition's surveillance and communications infrastructure in Revachol. За нами еще и наблюдают? And listening. It has the most objective vantage point in the entire city. Not to mention a vast array of radio, photographic, and meteorological monitoring instruments. I find it a great comfort to know there are benevolent powers watching over all, in strict accordance with the Wayfarer Act and the Bristol-Mühne Convention. Ясно. И как связано с боевым кораблем коалиции? До чего мы дошли? Я даже не знаю, мы это поднялись или опустились? Что разговариваем о том, чтобы связаться с боевым кораблем коалиции. Просто потому, что нам мозг подсказал, точнее, одна из фаз мозга, что-то с этим сделать. Ой, блин. This is quite the problem. Very tricky. Of course, the Archer has orders to fire on any unidentified aerostatics that might approach it, so it might be safer to get in touch from the ground. Стрелять без распоряжения, да. Когда вспоминают Коминтерн. But in that case, you would require a radio transmitter capable of broadcasting on coalition frequencies. And that kind of technology naturally isn't typically available for non-coalition use. Yes, it is a bit of a conundrum. Самое забавное, если нам даже если удастся. Ну как этот диалог будет звучать? Мне тут рептильный мозг подсказал с вами созвониться. Можно поговорить с комиссией? Ой, жесть. I suppose there might be some way to circuit bend your way onto those frequencies, but you'd have to be one of those techno-tinkerers to do it. Знаете таких? Unfortunately not, no. I don't have the pleasure. I am merely a representative of the coalition government, not very well versed in technology. But you, let me just say that I have complete confidence in the RCM. I'm sure you'll figure something out. Блин, причем я цитату Кима пропустил. То есть Ким сам залюбопытствовал взломать связь с этой коалиции. Ну блин, ну что за облом? Долбаные эти нервы. Пока. Always my pleasure to be of assistance to the RCM. Godspeed, and if we don't meet again, bonne chance. Демоны сердца хотел создать движ. Ну-ну. Так. Вопрос. Если вы отправляетесь на разведку из какого-то бункера, где неизвестно, что... Кого возьмете в напарники? Туш, Роланд или Слайс? Допустим, ситуация для фанфика. На самом деле, это достаточно сложный момент, потому что по опыту общения и Туш, и Роланд, и Слайс, они, ну, скорее мыслители. Так что, если выбирать между Тушем, Роландом и Слайзом, и обязательно, если надо кого-то брать в напарники, то, скорее всего, это будет Кош. Ему, насколько я знаю, путешествовать не привыкать, плюс его порой неординарный подход может что-то, так сказать, полезное и выдать. Если же вариант с Кошем невозможен, то, скорее всего, я предпочел не брать никого из них, чтобы не рисковать их шкурами. Ну и прочими частями организма.
Так, на чем мы остановились? На том, что надо взломать боевой крейсер Федерации? Коалиции, да. А чем нет? Вот вспоминаем первые кадры, когда он очухивается. И его амбиции сейчас. Это ж такой звездец. Так, куда? Зачем? Ловушка, да, ловушка. Ну, насчет командования Слайзом армии, Слайз у нас все же больше по технологичной сфере. Скорее всего, командовать какими-нибудь условно боевыми, условно подразделениями постарался бы Роланд. Он все же в этом плане, ну, собаку, конечно, не съел, но к этому стремится. Я не про собаку здесь в смысле, а про с командованием. Туш, как раз он бы был, допустим, на технологии, Роланда на обеспечении потенциальной безопасности, хотя у него, конечно, безопасность была бы агрессивной, скорее всего. То все эти люди. Если про тех, кого мы обсуждаем, Слайс это первый и достаточно долгое время единственный советник. Затем он призвал Дейрона. Ну и по сути он один из ключевых личностей, я не знаю, как правильно сформулировать, ответственных за существование того же Дискорда. Ну, в смысле, нашего сервера в Дискорде. Кош, да, он, кстати, о себе редко дает знать, потому что Кош, на самом деле, достаточно часто оказывается в разъездах, поэтому не получается с ним контактировать в полной мере, периодически. Поэтому о нем мало, наверное, кто даже слышит. Ну, Роланда, думаю, знают все, кто Койку некоторое время смотрел. Ну, в нашем исполнении. Ну, а уж Туша! Главную дубину всея чата, ну, думаю, знают и так все. Хотя не факт, что они знакомы с ними лично, потому что Туш зачастую он как суслик. Ты его не видишь, а он есть. А потом внезапно из чата пропадают сообщения. И участники. Так что считайте Туша своего рода комиссаром, который в случае необходимости может расстрельный список предоставить. Так, нафига сюда приперся? А, да, я хотел починить ванну. Напишет Александр Красавчик, хорошо. Тогда Роланда можно ему в подмастерье определить. Будет командиром штурмового отряда из меня и Туша. Условный пацифист, условный хитрец в боевом отряде, да. Роланд будет просто наслаждаться. Ну, как бы сказать, каждый подходит в своем стиле. Я не могу сказать, что-то слишком серьезно или не слишком серьезно. Вот я когда пытался писать фанфик, да, я там настолько перестарался, что банально выгорел. Но там я действительно слишком замахнулся. Почему? Не понял. Но это же моторика. Моторика. Все белые проверки разблокированы. Моторика. Ну, техника это моторика. Почему? Чего это у вас? Ладно, на чем остановились? Надо, так сказать, крещиться, рассказать ей про великое открытие. Просто фанфик на меня как творчество начинает девочки, мечтающие о здоровье приключения, если кто-то садит. Ну, меня конкретно не задевает, я хоть и пытался писать. Но, скажем так, фанфик это любое произведение по уже существующему, как бы сказать, просто тавтология выходит.
Любое произведение на основе какой-то первоосновы может считаться фанфиком. Но я понимаю, что репутация у этого слова такая себе. Уморность экрана. А насчет фанфиков яой, это да, это, конечно, лютый бич. Да что ж ты все время отмечаешь? Так. Ну а что касается, кстати, я тут отвлекся про всякие мерзостные вещи. Шутка в том, что, в принципе, как и в любой творческой и частично творческой среде, может появиться много того, что и смотреть-то или читать не захочешь. То есть, допустим, вот среди фильмов, да, тоже можно назвать шедевры, а назвать какой-то хлам. Вот примерно так же с фанфиками. Есть прям действительно достойные произведения. А есть такое, что читаешь и просто вот... уползти хочется по потолку, да подальше. А, ну да. Мы не можем двигаться, потому что нет фонарика. Oh, it's you again. Are you looking for a dye? О, кажется, вам нужен истинный источник проклятия. You mean the curse that I'm spared of because I live outside its immediate reach? Все кажется немного сложнее. I'm listening. Сказать как есть. В церкви на другом берегу канала есть 2-миллиметровая прореха в реальности. Я думаю, это может быть связано с серостью. Excuse me? A 2mm hole in reality? This can't be true. I'm afraid it is, ma'am. Sona Lukanen-Kill, the former lead programmer of Fortress Accident, made the discovery. Sona is involved in this? So it's even worse than I thought. It's not just the commercial area that's cursed, it's the entire world. She looks outside the window where daylight has filled the yard. Что? Не-не-не-не-не. Ну хотя да. Просто пока что у них ни хрена не ясно. Ну если на следующий день в церквушку ворвутся люди в черном и всех повяжут. Just Martinez? In any case, thank you for stopping by. It's good to have an answer, even if I can't claim to understand it fully. Мы не про это имели в виду, ну ладно. Как обычно, мы пытались сказать одно, получилось другое. Обидно. Ну чё, идем к Саоне, чтобы попытаться связаться с крейсером коалиции. Чё бы нет. Орудие убийства. Где искать точки, я не представляю. Ну и про птичку посчитать надо будет потом. Да ёпарс, это как же неудобно. Закрыл среду.
Так. Ну, чё бы нет. Побежали. Что это такое? А, чего-то, это тень у них отображается. Я думаю, что за фигня тут кружится? Это от фонарика тень. От тени фонарик, все пытаюсь сказать. Так, брать. Так, ладно, давайте. Просто я начал вот это вот читать и все понял. Это надо изучить. Мы просто не можем это не изучить. Да. Немножко дезориентированы. Блин. Ну ладно, давайте. Yes, what is it? Приглашаю. Что? Не понял. По всей видимости, здесь должна быть какая-то другая цель, потому что что-то вот вообще-то приглашаю странное начало. Ладно. Короче, у нас есть для нее неоплачиваемая работа. Видимо, она спрашивала, не хотим ли мы предложить работу ей. Или, может, ошибка перевода. Поможешь мне связаться со Стрельцом, боевым кораблем коалиции? You're asking me to circuit bend onto coalition radio frequencies. You want to know is it possible? Probably. But is it a good idea? I'm not so sure. И ничего страшного, если что, у нас есть щит в виде аномалии. The main difficulty will be finding an antenna powerful enough to reach those frequencies. Unfortunately, you can't exactly buy mega long-wave antennas off the shelf. She's not joking. Even the RCM has to receive special approval from the coalition to access that kind of equipment. А радиовышка на краю земли? Ей такое под силу? I highly doubt it. That tower is barely able to transmit shortwave signals across the bay. To generate mega low frequencies, we're going to need a much larger antenna. She has an idea, though. You can see the tiny signal lights firing inside her brain. Да-да, скалу, которую мы дважды были вынуждены прокачать, чтобы она, в принципе, хотя бы работала. I don't see any alternative. We're just going to have to build the antenna ourselves. Погодите, можем просто соорудить антенну? Yes, from a technical view. It's not even difficult. The difficult part will be finding the right location. We need metal, a lot of it. The taller the structure, the better. Something that is both prominent and easily accessible. If it's near a power source, even better. Так, а почему здесь кости нам кидают в штраф? Это, знаете ли, обидно слегка. Источник энергии. Ну ладно, мы еще побегаем, может увидим что-то. Хотя, по идее, он должен был и так видеть. То есть, если мы что-то видели заранее, мы должны были уже об этом подумать. Ну ладно, в любом случае, есть ли у нас что-то из концептуализации? Да, уже все есть на концептуализацию. Я знаю, что у нас есть что-то на концептуализацию. Так, что?
канал, движение просмотров, без продолжения его скинуть сюда. Ну, скинуть какую-либо ссылку могут только модеры. В принципе, можешь в Дискорде закинуть. Там, по-моему, у нас есть аж целая ветка, посвященная писательскому творчеству. Блин, туплю. Так, ладно, мы ищем что? Концептуализацию, да? Блин, если вот логика не сожрала целых 2 пункта, мы бы сейчас смогли просто на пофиг постучаться в концептуализацию, пытаясь ее повысить. Но вот подвело нас это. Да, у нас нет ничего на концептуализацию. И у нас почему-то наши кости дают штраф в этот раз. Я же понимаю, что это именно те кости, которые у нас в кармане. Или все же нет? И выложить их нельзя. Ну ладно. Я вспомнил внезапно, что мы должны были поговорить еще с той водительницей по поводу серости. Ну тогда здесь достаточно ощутимые загрузки на самом деле. Потому что у нас 4 очка навыка осталось. Я понимаю, что это достаточно много. Но все равно настораживает, когда вот так вот получается. The woman is still. Huh? What is it? What do you want? А мы думаем, что, кажется, с вами знаем, что происходит. Да, как-то так вот. Примерно и надо формулировать мысль. And what is that? Вы дальнобойщица, вывозите груза через серость. Great. He asked the Pines rep about the bail, and now he's talking to everyone about it. Так, Ким, ты и так об этом знал. И не со всеми. Это вторая собеседница, с которой мы поговорили о серости. Хотя, наверное, должна была быть первой собеседницей, но тем не менее. Fine then. Just try not to black out again, and don't contemplate. We don't have time for that. Скажем, что чисто для дела. That is exactly what I didn't want you to do. Ma'am, my partner wanted to know if you work in Pale Transport. No offense. But your partner? Seems like a bit of an idiot. Republica, a filterless cigarette from Mesk. Вредно для здоровья. Neither is Pale transportation. Life is transitory. Ну, сообщим, что после возлияний такая фигня произошла. Like Gabriel Buenguerro in Pergunte a Poeira. You're the opposite of me, then. I remember everything. Even things I never knew. То, что никогда не знала. Никогда не знали. The smell of liquor on Gabriel's lips after the shoot. In the motor park. The roses on the day of Franco Negro's coronation. On the grand stairs of Ryle. The smoke from the Fowling Peace when Dolores Day was shot. The look on her face, like an orgasm. The wound in her chest. My hand in my father's hand.
Except I never had a father, and I never shot her innocent Dolores Day. Heroic doses, Harifia. Heroic. Не опасно ли это? Thought insertion? Dithering? The Grad Catalan Magistral? It's more than dangerous. It's sad. But at first I had to make a living. Now, when you've seen it all go away like that, rolling off like the sea, and then come back to this? What are we doing here? For thousands of years, Gabriel. It doesn't have to be like this. We can just give up. We can just become a vapor. На что похожа эта ваша серость? Like looking into the ocean at night, in the dark. You cannot see it, but you know it's there. And it's big, bigger than anything. Bigger than all the other things combined. Что вы при этом чувствуете? Nothing. Until it starts. When you are deep enough. Then, for me, it's like autumn. Dark, gray, and orange. The orange of street lights and the color of streets and electric light. It smells like autumn too. It smells terrible. Nostalgia. Cooped up in the cabin, shaking. Terrible nostalgia. For yourself. For humans. It's too much to bear. She loves it. Как вы пересекаете ее? In the belly of an airship, behind the steel windows. So you don't look straight into it. It's not advised to look into it. То есть не на этом грузовике? No, the same one, a roller. They all are nowadays. Special wheels for connecting to the floor of the hold. The wheels all small and round. Multi-axle trailers. Да иди сейчас кукух поедет. Да не, вроде он в том же состоянии, что и до этого. И последнее, вы сказали, что обратиться паром. А, все может. Или как там? Yes. No elaboration. Что? Блин, как? Предпочел то, что есть у меня, а не у вас? Что это должно значить? К чему это вдруг вопрос? Ответ. Выбор, вариант. Что? Чё? They say there is a point. One that I have not crossed. In the Pell, super deep. If you stray too far, of course, on the U41A. Or in Lomonosov's land. Where every step you take is one step further from home. No matter the direction. It's a point you cannot come back from. Your mind becomes so radiant with the past, there is a flip. Instead of writing, it erases memory, nearing some kind of indescribable finale. Maybe you've been down the motorway south? It's a story as lone horsemen tell. Lone horsemen, Jerife, not Pell drivers. Way beyond the established Pell that's lit by radio frequencies, where it goes silent and dark, and the process begins, erasure, kilometer by kilometer, in any direction. The motorway south is a road you cannot come back from. И что же там в конце? No one knows what's at the end. I've only glimpsed the beginning. I've only felt it in the distance, when I was a child. A child rowing on the lake. Мадам. Josiana. There is nothing more to do now. She's far away. She is receding in the clutches of some indescribable scattered emotion. The child descending. You've fried both your brains enough for today, detective. Let's get some air. This one's far gone. Ладно. Так, что тут? Южное шоссе.
Минус визуальный анализ. 8. Странные ангелы. Охрененное название. Но у нас уже все забито, поэтому даже не близко. Возможно, я поторопился с той фигней, которую мы поставили на изучение, но даже не близко. Надеешься, что к этому воскресенью успеешь дописать или не проснется идея еще что-то добавить? Ну, подождем, увидим. Кажется, мы обычно никуда не спешим. Чего? А, это и есть вот эти вот плакаты Эйка. Так, что еще? Руби нет, орудия нет, выстрел нет. А птицы, что ли, почитать? Я серьезно просто не знаю. Ну, можем пытаться прокинуть там. Но не уверен, на самом деле. Так, что это? Так, это самообладание нас не интересует. The speakers below are banged up and Скорость worthless. координации нас The тоже не sneak- интересует, да и дорогая. The shine on these sunglasses lasts a lifetime of... Фигня. The shine on these sunglasses lasts... Ой, иди туда. Короче, делаем так. Там же концептуализация нужна. Один раз прокидываем так, второй раз повышаем. Если она не прокатывает, я иду сюда и на концептуализацию пытаюсь порыться в хламе. Вдруг там то, что в хламе есть, повысит нам концептуализацию. Не, ну а вдруг? Ай, что-то я запутался. Так. У нас же нет штрафов на концептуализацию. У нас есть штраф от кубиков, которые я не могу никуда деть. Жаль, у меня нет инвентаря, ну, возможно, как-то выкинуть это из инвентаря. Я же понимаю, это из-за именно что кубов у нас там еще штраф. Yes. То есть What is it? внезапно, с одной стороны, кубы нам помогли, а другие нет. Шансы низкие, да, мы видим. Но с этим мы ничего не поделаем. Close Да your ладно! eyes. Unfold your mental map of Martinez. It's morning. You're standing on the plaza before the whirling in rags. Знаете, в лучшие моменты этот парень мог бы быть, не знаю, прям кадианцем. Они там, кажется, могут, умеют превозмогать. The wind pushes a piece of tear across the cracked tiles. From the north comes the malicious laughter of two children. Your eye follows the tiles west. You see a bench and a few twisted, pitiful trees. Then, just water. From behind you, a low, spectral voice whispers, "Nay." Beyond the unkempt backyard rises a monstrous assemblage of concrete, plaster, and corrugated sheet metal. The voice again, more urgent now. "Nay." Just a moment. That voice isn't human, and it's not saying nay. Ну, It's так, saying nay. Так-то мы намек уже поняли. You turn around. The morning sun is blinding. You bring your hand to your brow, and a great shadow materializes before you. A towering beast, frozen in mid-air.
The dead king and his horse. It could work. It may work, you think, but why do you feel like there may be a terrible cost? We'll need an adequate power supply and a great quantity of cable. If we connect the cables to some of the stranded lorries, we could theoretically increase the antenna's wavelength exponentially. Whatever ambivalence she had about your project before, she's now fully engaged in solving this technical puzzle. Дадим ей все же додумать. It's completely ridiculous, but I believe we could transform the entire roundabout into one solid fractal antenna. A note of awe in her voice. She's shocked and pleased by her own audacity. Такое чувство, придется приносить извинения. Нет, большая антенна, да. Yes, very likely the largest private antenna in Revachol. I have plenty of cables and amplifiers on hand. The power supply I will secure on my own. All we require now is the radio transceiver itself. Варианты? I cannot answer that for you, but I don't expect it to be that difficult. There's no shortage of radios around here. If you have real to spare, you might even be able to buy one. But it doesn't really matter where it comes from, so long as it works. And before you ask, no, you can't have the radio from Machinima. В офисе рядом с портом? А я не помню. Это про какой офис он говорил? Точнее, говорит. Certainly, though it requires a fair amount of technical finesse to remove them. Frankly, it's not worth the bother. Just find a regular radio. А это? That sounds like a perfectly adequate radio. Ладно, будем держать в голове. Что какой-то офис рядом с портом. Может, это имеется в виду место, где тот военный бывший обитает? Ну, в смысле, где у него типа каморка. Но это как некрасиво с нашей стороны будет. Радиокомпьютер-передатчики. У нас там есть именно сломанный радиокомпьютер в потемках. Но там, скорее всего, придется технику бросать. Ну, надо будет над этим подумать. Ладно, ладно. In the meantime, I will gather the rest of the materials. We will meet back here when you have it. Так, хорошо. Значит, внезапно мы снова останавливаемся в этой церквушке. Ой. Так, что у нас по ситуации? Ага, это пытаемся сделать. У нас есть небольшой запас по этим. Я бы, конечно, хотел напоследок почитать про птичку. Где тут? Но, подозреваю, это слишком много времени займет. Поэтому придется пока что отложить знакомство с тотемной птицей нашего... Я уже даже не знаю, как его назвать. Копооткрывателя. Но, тем не менее, в этот раз что-то прям етить. В расследовании не продвинулось ни на йоту, но такие открытия об их мире мы получили, что просто не описать. Ну, конечно, описать можно. Чисто для красного словца добавим. Ну ладно, так или иначе, благодарим всех за внимание. Всем спокойных снов. Ну и потом еще попробуем здесь что-нибудь сообразить. Да прожмись ты ж.